Всем привет! Вы на канале Киберлаборатории, и сегодня я покажу, как я из двух старых жестких дисков собирал лазерный проектор. Присаживайтесь поудобнее, я расскажу обо всем в мельчайших подробностях. Идею лазерного проектора вынашивал очень давно, но благодаря карантину у меня появилась возможность реализовать эту идею. Весь смысл моей идеи заключается в том, чтобы использовать в этом проекторе накопленные сообществом большое количество LD файлов, также бесплатный софт и огромное количество информации, которая поможет мне со всем этим разобраться. Итак, начнем. Первым делом разбираем жесткий диск и снимаем с него механизм перемещения головок. Удаляем парковочный штырь и смотрим, куда на разъем приходят выводы катушек. Для того, чтобы быть уверенным, что это именно те выводы, советую прозвонить тестерам. Сопротивление между выводами в моем случае равнялось 10 Омам. После того, как мы убедились, что эти пины идут от катушки, нужно к ним припаять два провода. Механизм перемещения головок устанавливаем обратно на свое место. Теперь к этим двум припаянным проводам мы подключаем лабораторный блок питания и начинаем потенциометром плавно подавать на блок головок напряжение. И что мы видим? Блок головок пропорционально подаваемому напряжению начинает отклоняться. Отпиливаем от блока головок алюминиевые лепестки, но не выкидываем, так как они нам еще пригодятся для крепления зеркал. На латунной стойке сделаем надрез, чтобы потом в нем закрепить зеркало. В просверленное отверстие в блоке головок крепится латунная стойка. А к латунной стойке мы прикрепим алюминиевый лепесток, который был ранее отпилен от этого же блока головок. В итоге должно получиться что-то напоминающее кривошипный механизм. В данном случае очень важно, чтобы отражающая поверхность зеркала находилась ровно на оси вращения механизма. Теперь варварски распилим жесткий диск. Это нужно для того, чтобы потом удобно было соединить между собой два гальванометра. Из диска от нашего винчестера выпиливаем два одинаковых прямоугольных зеркала. Проделаем все те же самые операции над вторым жестким диском и получаем два гальванометра. Теперь нам нужно их соединить. Соединять их нужно под углом равным 90 градусов. Чем точнее будет соединение, тем меньше в дальнейшем будет искажение на изображении. Для их соединения я использую металлические уголки, купленные в Леруа. Зеркала нужно будет вклеить в пазы латунных стоек, которые мы подготовили ранее. Приклеил я их цианоакрилатным клеем, схватывается моментально, держится очень хорошо. Ну вот, наконец все собрано. Давайте я пройдусь по тем позициям, которые остались за кадром. Для удержания гальванометров в центральном положении я использую обычные банковские резинки. Для тестов установил слабенький дешевый лазер из Китая, но дело в том, что у меня другого пока нет. Подключил недорогой двухканальный усилитель D-класса PM8610. К выходам усилителя подключены гальванометры. На вход подключается кабель, который идет в звуковую карту компьютера. Пока я разбирался с софтом на проектор, мне не терпелось проверить его, и я подключил его к звуковой карте компьютера и включил музыку. Давайте посмотрим, что получилось.
Ну что ж, друзья, лазерная цветомузыка получилась зачетная. На нее можно смотреть не отрываясь часами. Но все-таки теперь придется рассказать о грустном. В рамках проекта «Сделай сам» лазерный проектор получился не совсем удачный. На нем можно рисовать только примитивы, такие как шестиугольник, звезда, круг, треугольник, квадрат. Ну, можно буквы нарисовать, но текст написать не получится. И это все потому, что для лазерного проектора нужен усилитель с двуполярным питанием, а также придется купить внешнюю звуковую карту, чтобы ее переделать. Дело в том, что на проектор должно идти постоянное составляющее напряжение. Звуковая карта должна иметь не менее 4 каналов, потому что 2 из них это оси X, Y, и как минимум 1 канал должен быть для лазера, что лазерный луч должен вернуться в начало, и этот возврат не должен отображаться на проекции. Поэтому для управления лазером используется еще один канал звуковой карты, и этот канал точно также не должен иметь разделительного конденсатора на выходе. Программы, которые я использую, они все бесплатные. Для воспроизведения LDI файлов через звуковую карту я использую LFI Player. Для того, чтобы нарисовать или отредактировать картинки или анимацию в формате LDI, я использую редактор Самогон. Как вы уже поняли из названия, программу написал наш соотечественник, и зовут его Сергей Козлов. Теперь вы можете видеть изображение, которое я нарисовал в редакторе, после чего показан вывод этого изображения на проекторе. Даже такие примитивные картинки не выдержат никакой критики. Но я на этом не останавливаюсь и буду продолжать исследования в этом направлении. И напоследок предлагаю посмотреть немножко анимации. Надеюсь, вы догадались, она тоже будет примитивной. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока, подписывайтесь и ждите новых проектов.